Я в армию не попал. Почему не попал, для меня загадка. Думаю, что неблагонадежный был. Вот так вот, мое убеждение. Ну вот, в радиокомитет. Надо было где-то работать. И я в радиокомитет в ноябре, да, в ноябре 40-го года я поступил в радиокомитет, технический отдел. Я говорил, что увлекался радиолюбительством, и вот туда, в качестве ученика, оператора звукозаписи. Потом стал оператором звукозаписи, а потом возглавил аппаратную широфон, заведующий стал аппаратный широфон. И уже тут началась война. Был великолепный день, солнечный, яркий, и тепло было. И я спал при открытых окнах. И вообще всю ночь, и это как-то во сне проникало в голову, баражировали самолеты. Потому что нападение это было совершено рано утром, 4:30, да, по-моему, там бомбили Киев, Севастополь, немцы. И вот как-то, знаете, сквозь ткань сна вот это баражирование, гудение самолетов, это вот произвело на меня какое-то нехорошее впечатление. Ну, оказалось, вот война. Ну, между прочим, все ведь ждали, что война начнется. Именно война с Германией. Хотя там на официальном уровне там было все в порядке. Договор, пакт о ненападении, пакт Молотова-Риббентропа, как его теперь называют, был заключен. Но тем не менее, вот так. Ну, я пошел, как только вот Молотов выступил, я решил в радиокомитет пойти. Радиокомитет гудел как улей. Тут же стали приходить всякие ответственные руководители Ленинграда, промышленности, культурные, артисты. И мы записывали их. Вот, к сожалению, эти пленки не сохранились. Значит, было организовано дежурство круглосуточное всего технического персонала, потому что начались налеты и обстрелы города, а из Москвы передавали последние известия, важные сообщения, а во время налетов радио прекращало работать, включался знаменитый метроном, который тикал, а мы в это время, вот аппаратная широфона, записывала выступления и последние известия на пленку. Потом, когда давали отбой воздушной тревоги, мы это воспроизводили. Первое время, значит, мы работали сутки, дежурили в радиокомитете, сутки дома. Это было невероятно трудно, потому что утром я приходил домой, а на другой день утром мне надо было снова на работу. Так что потом это было тяжело, и поэтому потом заменили это. Сделали так: сутки на работе, 2 суток дома. И конечно, когда сутки дежуришь, я ночевал там, на работе. В радиокомитете раскладушку ставил и ночевал там. Но все время была связь с диспетчером, в случае чего включалась аппаратура для записи. Интересно сказать, что я думаю, теперь об этом можно говорить, мы включали пленку МД, мешающего действия, на глушилки, которые заглушали немецкие радиостанции. Вот у меня лично эта пленка была, и по команде диспетчера мы ее включали. Иногда приходилось и ночью вскакивать и включать. Кстати, пришлось записывать 2 немецких летчиков, сбитых под Ленинградом.
И они спустились, не знаю в каком районе, спустились на парашютах и были доставлены в радиокомитет с целью записать их, вот как мол, вот, попали в плен, а ведь в авиацию шли отборные. Отборные, значит, ну, может, не эсэсовцы, но отборные войска, отборный человеческий материал. Но нас в то время больше всего интересовало, будут их кормить или не будут их кормить в радиокомитете. Это было зимой 41-42 года. Голодали невероятно. Значит, ну, много народу умерло. Значит, и страдали мы также от холода, потому что тепла не было. Электричество было, без электричества аппаратура не может работать. У меня где-то там есть фотография, я сфотографирован около шаринофона, звукозаписывающий аппарат, я вам покажу потом. Но тепла не было, центральное отопление было выключено, и вот мороз шел по стенам, стены были в аппаратной покрыты инеем, и это было, конечно, невероятно тяжело. Единственное теплое место было в подвале дома радио. Почему-то там проходили трубы с горячей водой. Я не знаю, кто отапливался. Может быть, это в Смольный шло, потому что Смольный отапливался. Но откуда они шли и куда шли, мы не знали. Но люди ходили туда отогреваться. Прямо ложились на эти трубы и грелись. Но это было опасное дело, потому что голодные люди расслаблялись и уже с этих труб теплых не вставали. Потом уже сил не было никаких, мороз, голод, и я перебрался жить в радиокомитет на казарменное положение. Ну, мы были все местное формирование противовоздушной обороны, МПВО, все абсолютно сотрудники, которые там держались на ногах, были на крыше, дежурили там, сжигательные бомбы там скидывали и так далее. Ну, так вот, потом, когда я уже совсем ослабел, получил бюллетень, у меня сохранился этот бюллетень, там написано «дистрофия», и я перебрался в подвал, потому что, ну, потеплее было. И там вот, знаете, это вот такая расслабуха, не хочется ничего делать, только бы лежать и лежать. Но это приводило к смерти. А мама моя навещала меня. Она несколько раз приходила ко мне в радиокомитет, вот когда я был на казарменном положении, в подвале в этом, и кто-то ей сказал: заберите сына отсюда, потому что он не выживет. И мама приехала откуда-то, детские саночки достала, посадила меня на детские саночки и увезла домой. И вот дистрофию, приступ дистрофии я пережил дома. Самые тяжелые месяцы это было конец января, начало февраля 1942 года. Остановился хлебозавод, хлеб перестали выдавать, и приходилось идти дежурить в булочную для того, чтобы получить порцию муки, соответствующей пайке хлеба. Вот стоять там ночь, холод, это было самое тяжелое время. Потом, значит, как-то начало функционировать. Вначале ведь дорога жизни, хотя и была открыта, но она очень
малый грузопоток по ней шел, потому что лед еще был не крепкий, и не хватало то, что это доставлялось в город. И вот, кстати, из той же Кабоны это не хватало. А вот уже зима-то была очень сильная, морозы сильнейшие были, и лед окреп, и грузопоток увеличился. И к весне 1942 года тут уже стало чуть полегче. Во-первых, солнце появилось, во-вторых, трава появилась, которую можно было есть, варить из нее что-то такое. Это полегче стало. Но, тем не менее, массовая гибель людей продолжалась. Вот летом 1942 года умерла бабушка моя, тоже вот. Мы вот услышали по радио, по этой же тарелке. Кстати, тарелка называлась «Рекорд». Там была надпись «Рекорд». Вот услышали по рекорду, ну, это было, конечно, ликование. Мы даже с матерью вышли, вечером это сказали поздно, довольно, по-моему, часов в 11 или, может быть, даже около 12. В это время передавалось последнее известие из Москвы. В 11 и 12. Это передавалось ведь в каком виде? Передавалось вот такие вот захваты, освобождения городов, в том числе вот прорыв блокады Ленинграда, передавалось в виде приказа Верховного Главнокомандующего. У меня есть газета, это сохранилось. Приказ Верховного Командующего войскам Ленинградского фронта, войскам Волховского фронта. А потом дальше. В течение там столько-то дней наши войска вели тяжелые бои по прорыву блокады Ленинграда и так далее. В боях принимали участие перечень войсковых соединений. Ну и потом поздравление и приказ произвести салют. На другой день был салют.